Всем привет! Меня зовут Аркадий Пекунов, и это проект «На пике». Здесь мы общаемся с людьми культуры и искусства. Сегодня у нас в гостях Александр Осичук. Да-да, именно тот Александр Осичук, который стал первым дипломированным саксофонистом в Советском Союзе. Культурных людей нужно приглашать в культурные места, и сегодня наша беседа пройдет в музее Гоголя. Простите, что начну с себя, но я просто хочу сказать свою признательность за то, что вы сейчас здесь с нами, за то, что я могу с вами поговорить. И для меня это очень важно, как я думаю, что для многих наших зрителей. И просто даже вопрос, как ваши дела сейчас? Вполне по возрасту. Это как? Как по возрасту. На следующий год 70 лет. Как может себя человек чувствовать в 70 лет? По-разному все. Конечно, по-разному. Как по-разному? В основном у всех одинаково. У всех все одинаково. Начинаешь задумываться, что было, что будет, что сделано, что не сделано. Как обычно, все люди одинаковы, в принципе. У кого-то что-то больше болит, у кого-то меньше. Кто-то хочет большего, кто-то хочет ездить каждый год в Испанию, а кто-то хочет ездить на дачу. По-всякому, понимаете. В принципе, одно и то же у всех. Хорошо, мы вернемся немножко к началу такой вашей истории. Вы были классическим кларнетистом, учились как классический кларнетист, и потом начали осваивать саксофон. Да. И почему вы ушли вообще в джазовую сферу? Ведь вы действительно добились очень многого в классической сфере. Нет, она началась еще раньше, до кларнета. Я начал занятия музыкой вообще на инструменте аккордеон. Да. Аккордеон это все началось в 9 лет. Не в 7, не в 6, а именно в 9. Я поступил в музыкальную школу, закончил музыкальную школу, тогда было 5-летнее обучение. И у меня неплохо шли дела вообще в математике, в физике, в литературе. В литературе было очень хорошо, я писал сочинения неплохие. И перешел уже дальше на следующую ступень, это была специальная музыкальная школа, 8-летка. А потом я перешел уже в простую школу, где было обучение до 10 класса. Последние 2 года я учился в простой школе на чертежника-деталировщика. И вот эти все музыкальные мои способности там мне пригодились. Я организовал ансамбль, в котором был трубач, барабанщик, пианист, я на саксофоне, контрабасист. А все это началось немножко раньше в музыкальной школе, когда я учился у преподавателя, который когда-то в возрасте где-то, когда мне было лет 15, лет 14, он показал мне школу американского аккордеониста, джазовую школу Арт Ван Дейм. Есть такой самый известный аккордеонист, у него очень много пособий, очень много играет, и пластинок очень много, если хотите, можете послушать, блестящий. И я этим загорелся. Да. А потом все-таки пошли в классическую сферу? Нет, я загорелся этим, продолжал, занимался, изучал какие-то там вещи джазовые, пытался что-то играть на аккордеоне. Потом я понял, что аккордеон это такой древний инструмент, что в современное, тогда уже он казался древним, в то время это где-то начало 60-х годов, понимаете. Что на аккордеон? Аккордеон такой ограниченный инструмент, можно исполнять в определенных музыкальных коллективах определенного состава. Мне хотелось, чтобы это было вот как американцы играют с дудками, как Гленн Миллер, как тогда можно было что-то услышать Гленн Миллера, а тогда были пластинки Карела Влаха, оркестр чешский, Густава Брома, это словацкий, Чехословакия, там, это Братислава и Прага. И польский джаз, когда пошел, и я это все услышал, и Кшиштофа Врублевского, и мне это казалось, это просто великолепие такое. А потом, когда я услышал Чарли Паркера, я просто чуть не умер от желания с Колтреном. И я решил, что мне надо поступить, опять учиться на музыкальную школу, пока я учусь в простой школе, мне надо поиграть на духовом инструменте. И я начал заниматься на кларнете. А почему на кларнете? Я после 8 класса приехал в Москву, уже с надеждой, что я куплю кларнет. Мне купили кларнет очень хороший английский кларнет Бессон тогда был, серебряная машина. Они стоили по тем временам 200 рублей. Представляете, что это такое? Очень дорого. Я купил этот кларнет и начал заниматься. Нашелся педагог, который флейтист, но он
меня обучил, начал обучать на кларнете. Через год, в общем, я играл неплохо на кларнете и стал пробовать саксофон. А тогда была сеть вот, ПТУ, знаете, Конечно. Дворцы культуры. Конечно. Вот. Он меня определил, он преподавал и там, и там, и там, и везде. Он мне говорит, ну, давай в оркестр тебя посажу, в ПТУ будешь ходить. Я сел в оркестр, там ПТУ, играл в оркестре эстрадном. Потом было очень прилично, и он меня пригласил даже третьим кларнетом играть во Дворец культуры комбината там Норильского. Там был Дворец культуры, где ставили оперетту. Представляете, самодеятельность какая была мощная. Был театр, люди играли. И был профессиональный оркестр. Как бы он собирался, он небольшой оркестр, но базовый оркестр. И вот на основе этого базового оркестра примыкали люди, которые играли на инструментах. И практически образовался большой симфонический оркестр, практически был во Дворце культуры. И самодеятельные певцы ставили оперетту «Белая акация», там еще какие-то перья, уж не помню. И вот я начал играть. Потом, значит, джазовый оркестр, да, я позанимался на кларнете, так прилично, там что-то подготовил, приехал поступать в Москву. Вообще, после окончания школы я окончил школу серебряной медалью, и мне пророчили, в общем, меня брали на факультет журналистики в МГУ, потому что учитель литературы... Журналисты, учитесь. Учитель литературы, она была аспиранткой и преподавала в школе. Но одновременно учился в аспирантуре заочно, не знаю как там, МГУ, на факультете журналистики. И, короче, она меня рекомендовала, и я должен был туда поступить. Но я... Почему не поступили? Я не поступил, потому что я уже задумал, что я буду поступать в музыкальное училище. Мечта пойти по музыке. Я приехал и поступил в музыкальное училище. Ага. Я приехал на месяц раньше, потому что в августе были экзамены во все вузы, а музыкальные вузы в июле. В июле, да, в начале. Я приехал, поступил в училище. И уже больше никуда не... Для меня, ну, в первую очередь, как для классического саксофониста, изучая вашу биографию, у меня появился такой вопрос. Я слушал, как вы играли в ансамбле с Львом Михайловым, я слушал, как вы исполняли ваши классические произведения. Все-таки большую историю вашу составляет классика. Как же так произошло? Нет, небольшая история. Я объясню. Я учился с 3-го курса в училище, купил саксофон в Москве, начал играть уже на свадьбах, на всяких, в кабаках, там на подхвате и так далее, и так далее. И я уже занимался этой музыкой так вплотную, уже снимал. У меня вот тот преподаватель, не преподаватель, а человек, он сейчас в Америке, был такой саксофонист Игорь Высоцкий, он играл в квартете КМ Сакуна вместе с Пономаревым Валерием. Он сейчас в Америке живет, он уже старый, не занимается музыкой, но вот, и он меня как бы направлял все время. Я был в этом русле все время. Ходил на концерты, все время этим занимался. Учась на 3-м курсе в училище, я уже достиг такого совершенства, что меня взяли на первый альт и кларнет. Я отработал полгода в цирке на Цветном бульваре. Понимаете? То есть я, будучи студентом 3-го курса училища, я работал первого альта, по 3 спектакля в субботу и воскресенье, успевал заниматься, учиться и так далее, зарабатывать деньги. Зарплата была 330-340 рублей по тем временам. Представляете, что такое? Я как министр почти. Вот. И потом я понял, что надо заканчивать училище, что дальше так уже продолжаться не может. Я просто завязал с работой и попросил родителей, чтобы они мне помогли. У них была такая возможность. Я закончил училище, и я все равно... А тогда открылся класс саксофона. Он открылся в училище. Уже был открытый. Первый ученик там был такой Эдик Курчаков, Эдуард Курчаков, он тоже сейчас в Америке живет. Он играет до сих пор. Все американцы, ну все уехали все в Америку. Уехали, да. Вот. И он, вот как раз он меня познакомил с Шапошниковой, и она тогда в училище стала преподавать саксофон. И я уже, когда поступал в институт Гнесиных, да, тогда это назывался Государственный музыкально-педагогический институт, то я в надежде на то, что я буду учиться у Шапошниковой,
на саксофоне. И не было ничего, понимаете? То есть не было ничего. Ничего не предвещало, что класс саксофона откроется. Я с ней переговорил, говорю, давай попробуем. Она тоже же, так сказать, у нее черты авантюризма присутствуют. Конечно, конечно. Понимаете, если бы не было этих черт, этого ничего бы не было. Ничего бы не было абсолютно. Ну вот, мы с ней как бы договорились, она так более активная, я более пассивный авантюрист. И решили, что мы, так сказать, попробуем. Я проучился, я поступил. Иван Пантелеич на меня страшно обиделся. Почему не написал? А тогда можно было, поступаешь, да, и пишешь заявление. Каком педагог? Был Бутырский, Федотов, Шапошникова и Мозговенко. 4 педагога. И я написал заявление к Шапошникову. Он говорит, ну что ты, ты что, чем ты, да, что А почему вы не пошли к Ивану Пантелеевичу? А саксофон-то кто преподавать Я будет? понимаю, Нет, да. нет, потому что Шапошникова тогда уже наиграла на саксофоне, она уже пропагандировала, понимаете, и было, раз она открыла здесь, значит она откроет там. И она так и получилось. Я проиграл полгода на кларнете, сыграл 2-й концерт Вебера, как сейчас помню на экзамене, 2-ю, 3-ю часть. И на этом моя карьера кларнетиста закончилась. Я положил Надо его сказать, уже сильная карьера. Да, ну, как учили. Я не виноват. Ну, так учили, хорошие педагоги были. Василий Ильич Гетман, кстати, царство ему небесное. Прекрасный человек. И Шапошников говорит, давай начнем. А тогда был Иван Федорович Пушечников. Тоже такой же товарищ, да. Большая активный, история, да, такой деятель. Прекраснейший человек. У меня самые светлые воспоминания о нем. Он говорит, ну попробуйте там, что, ну может получится, ну пускай играет. Ладно. И я начал заниматься на саксофоне, начал играть, полгода проиграл, 1-й курс закончил, 2-й курс закончил, а на 3-м курсе он мне говорит, слушай, а что ты все на саксофоне играешь, на саксофоне, на каком-то академическом? А ты вообще собираешься в институт? Ты на чем будешь институт заканчивать? Я говорю, да не, на саксофоне. Он говорит, как на саксофоне? У нас пока саксофона нет. Вообще ты кларнетист. Она поворачивается к ней, говорит, что это он у тебя на саксофоне играет? Она говорит, ну, может, договориться. Говорит, не знаю, но ему же надо заканчивать через год, 1,5 института, что ты вообще там себе представляешь. Она говорит, ну, ладно, что, ну. Я говорю, да я продал кларнет, у меня уже его нет. Все, я к этому не вернусь. Он говорит, ну, тогда и не закончишь. Но Шапошникова уже говорит, да ладно. А в это время шла возня все время, чтобы открыть инструмент, чтобы открыть класс. Вот все время и был концерт готовили, потом. да. И я играл концерты сольные, там играл вместе с Пушкарем, сейчас профессор, кстати, Трубач, мы играли с ним пару сольных концертов в малом зале, вот, первое отделение по отделению с ним, в общем, и публика, и Шапошникова я играл, она собирала там всех, кто умеет играть на саксофоне и так далее, и так далее. И в итоге уже на 4-м курсе, это было, как помню, в начале января, я заканчивал 4-й курс, 2-й был семестр 4-го курса, сказали, что открыли класс, все. То есть я уже официально узаконен. И вот поэтому я стал первым. Через год я стал первым. Да, Маргарита Константиновна рассказывала о том, что был большой концерт, и вы там играли, еще играли, еще какие-то ученики после этого писали указ. После этого как бы это все двигалось постепенно. Этот большой концерт как бы был такой точкой, такой, ну, уже завершающий совершенно. И тогда я познакомился с Михайловым. Я тогда пошел к Михайлову. Да, это для нас вообще, если честно, для большинства саксофонистов, это такая темная загадка. Про Льва Михайлова, к сожалению, очень мало знают. Можете рассказать немножко о вашем обучении у него и вообще о нем, что он был за человек и так далее? Я, значит, уже учился в институте, заканчивал институт, и уже где-то полгода я играл в квартете у Михайлова. Я заменил Воронцова Юрия Сергеевича. Не Воронцова, а какого-то саксофониста другого, я не знаю. Короче, вот Воронцов был Юрий Сергеевич, Михайлов, Еремин Владимир, баритонист. Он, кстати, бас-кларнетист из оркестра БСО и Дударовой. Он играл на всех видах саксофона. Он еще живой. Однако, да. И в консерватории на репетиции. И мы там репетировали и так далее. И Лев Николаевич тоже собирался открывать класс саксофона в консерватории. Но в консерватории он не пробил эту стену, потому что там духовики стали стеной. Все вот эти вот традиционные. Как вы думаете, когда-нибудь это произойдет? Нет, не думаю, что нет. Нет заинтересованности, нет смысла никакого, потому что столько саксофонистов не нужно. Достаточно академии, достаточно вполне, больше можно нигде не открывать. Куда их девать? Ну куда? Смотрите, сколько учится народ, сколько преподавать. Много. Достаточно. Ну а зачем? Это же не массовый инструмент. Он так. В оркестре где работать? В духовом? В армии служить? Это, ради бога, можно и институт не заканчивать. И в консерватории не учиться. У нас же нет традиции сольного исполнения, понимаете?
Там саксофонисты ездят с фортепиано, есть с камерными оркестрами, квартетами, исполняют духовую музыку. Традиция исполнения духовой музыки. Флейтисты, кларнетисты, саксофонисты, фаготисты. Все имеют сольные концерты, неважно где, в филармониях, там, в каких-то клубах, в каких-то учебных заведениях. Это популяризируется. Сольное исполнение, камерное сольное исполнение на духовых инструментах. Этого нет. Ну нет у нас такой традиции. Где? Где? Скажите мне, где? Нет. Надо развивать. И при мне это было как бы в зачатке что-то такое. Есть скрипач играет с фортепиано, да, вокалист поет в филармонии, там, есть пианист играет, есть трио с фортепиано, камерный какой-то коллектив, квартет струнных, там, я не знаю, все есть. А вот чтобы вышел духовик и играл 2 отделения, концерт сольный, такого нет. Ну, есть, Но случаи, это но как? их По мало. случаю набирается, делается специальная программа раз в полгода или в год, и все. В филармонии это на себя не берут. Проката нет, а там есть прокат. Ну так возвращаясь к Льву Михайлову, еще немножко расскажите Ну, о нем, вот, о вашем обучении у него. Я вот закончил, и, кстати, вот мы играли, там же нужно было играть ансамбль по окончанию. И мы квартетом сыграли концерт Глазунова. Весь сыграли на экзамене. Да, есть Все запись. сидели, слушали 30 минут, слушали экзамен по ансамблю, я представлялся, и вот мы играли как-то. Я закончил, и что? Я пошел работать, а до этого еще я уже начал работать на эстрадном отделении. В 1972 году был приказ открыть, в 1974 году открылись эстрадные отделения, эстрадно-джазовые, в 20 училищах Советского Союза. Как это получилось? Это тоже это отдельный случай. Да, мы вернемся к этому. Там Бриль, кто принимал участие, там композиторы, мы к этому вернемся. Вот. И я пошел работать в училище, то есть меня распределили туда. Я пошел работать преподавателем и так продолжал карьеру. Еще до 1972 года я уже начал, будучи студентом института, играть в ансамбле Игоря Бриля. Квартетом мы уже продуцировали, играли какие-то концерты, ездили там по стране на фестивали и так далее. Это все уже совмещалось. В 1975 году, еще будучи на 5-м курсе, я поехал в составе секстета Игоря Бриля на фестиваль в Белград, международный, джазовый. Это был первый выезд за границу, где я увидел всех звезд. От Элла Гарнера до Джонни Гриффина и кого угодно. Они еще были живы, Бенни Картер, все, Кармен Макрей. Это был как бы фестиваль, джазовый фестиваль, это было в 1975 году, филиал Ньюпорта в Белграде. Ну, в Югославии тогда была передовая страна. И я увидел всех, то есть практически из социалистического лагеря были мы, и оркестр Белградского радио, который играл аккомпанемент американскому саксофонисту Джонни Гриффину. Все. Говоря о влиянии преподавателей, Да. каждый преподаватель, я думаю, он, конечно, растит саксофониста или другого музыканта, как такого целостного артиста, но тем не менее что-то, наверное, одно он воспитывает, вот как, например, Маргарита Шапошникова, она, конечно, воспитывает в людях характер, это правда. У нее бесхарактерные люди, они просто не выживают. Вот скажите, вас лично Лев Михайлов и Маргарита Шапошникова, что они вас воспитали? Ну, что-то очень много она мне дала. Я пришел, естественно, с какими-то дефектами. Я же был кларнетист и учился она тоже? Ну да, у преподавателя, который учился еще при царе Горохе, то есть еще в царское время обучался. И он уже был на пенсии, ему уже было очень много лет. И человек, который играл на немецкой системе, тогда была уже внедрялась система БЭМа современная. Я вот как раз на рубеже вот этого вот чуть-чуть попозже, но уже застал вот это вот все. И, естественно, очень много моментов, которые, так сказать, такой... А Шапошников учился у Штарка. Это классом выше человек, который уже попробовал играть на это. Да.
И она мне очень много что подсказала, как кларнетистка, и потом в отношении и дыхания, я помню, она мне переставляла вообще всю систему брюшного и этого полостного. И я практически стал играть только на брюшном. Вот, наверх, в диафрагмальном положении. Какой она была тогда, в то время? А все-таки люди меняются, проходит как? какое-то время. Сейчас она более-менее, она поспокойнее, конечно. Ну, молодая была, еще помоложе. Сколько мне, если мне было 25, ей было 35. Расскажите самое, может быть, яркое воспоминание Молодая о ней. женщина. Может быть, Молодая женщина, очень активная, она играла и концертировала, и вот она увлеклась этим саксофоном, и ездила даже в провинциальные города, так сказать, популяризировала его, открыла класс, вот это все. Ей было, ну что, она занималась, мы начинали с того, что играли сочинения, и вообще не было литературы, ничего. Мы играли самые настоящие сочинения для саксофона, которые доставались и привозились из Франции, выписывались, доставались. Да, вот такие вот вещи, ну, Глазунова, естественно, и все это, этюды, все это привозилось, как бы, естественно, она знала, Михайлов так вообще все время не вылезал за границу, он туда-сюда ездил и заходил, его знали как исполнителя Государственного симфонического оркестра, и он заходил в консерваторию, всегда имел доступ к педагогам, к литературе, это тоже квартетная вся литература, тогда тоже ничего не было, вот тогда тоже начинали, тоже этот квартет. И вот, когда я закончил, год прошел, и я поступил в ассистентуру, стажировку в консерватории. Это единственное, что пробил Михайлов, что можно, как бы, если есть направление от министерства, да, или от государства, которое входило в СССР, чтобы обучить специалистов, то есть в ассистентуре стажировки можно было подготовить вот эту специальность. Он пробил. Естественно, мне не было направления, но мне дали направление в училище Гнесинском. От министерства РСФСР, это разные, и СССР, это разные вещи. Я с этим направлением, что в будущем мы собираемся открывать джазовое отделение в высших учебных заведениях, и нам необходим специалист, который владеет высшей школой образования. Подготовлен. Вы учились у него год, да? У Льва Михайлова? Нет, я не год учился. Вот я год играл в квартете, а потом я решил поступить в ассистентуру. И вот тогда я взял это направление, пошел к нему. Он как бы договорился с ректором и с заведующим кафедрой консерватории, что он открывает на заочном отделении, они могут открыть на заочном или на дневном, я не помню, на каком учился. Нет, я учился на дневном, да. Ну, там столько занятий было, там одно занятие в неделю. Такое, я имею в виду из политических, эстетика и что-то еще, и больше ничего не было. Там нормальная ассистентура, не такая, как у нас. Вот, и там исполнительская. У нас... Да, я именно к этому вернемся еще. Понимаете, да? да? Понимаю, а конечно. там исполнительская. Я Да. написал такой реферат, не очень такое пространное творчество Джона Колтрейна там. Ну, все обозначил, все. Никто ко мне не копирует. Главное, я играл. Играла по-настоящему. Вот это важно, главное Сольные играть. концерты в 2 отделениях, в белом и в малом зале консерватории, это не так просто. Ну вот, я проучился у него, не проучился, вернее, как пробиться вот эту ассистентуру на этот уровень. Тогда нужно было идти в Министерство СССР, чтобы консерватория относилась к Министерству культуры СССР, а Институт имени Гнесинского к Министерству культуры СССР. Это 2 разные лавочки. Мне пришлось взять эту бумагу и пойти на прием к Ильиной. Была такая старая большевичка, еще большевичка настоящая. Она была начальником высших и средних учебных заведений Министерства культуры СССР. Я добился. Очень такая обстоятельная бабушка, очень такая солидная. И вот она, значит, со мной очень долго разговаривала. Зачем вам это надо? И что это вообще, что вы преследуете вообще, что вы хотите? Я говорю, я хочу быть хорошим специалистом на высочайшем уровне, чтобы у меня была академическая база, и вот то, что я умею в джазовой сфере, так сказать, я мог это все спроецировать на те проблемы, которые у меня в процессе обучения в высшем учебном заведении уже на этом уровне у меня могут возникнуть. Я хотел это все пройти. А чего, говорит, вы не поступаете в свой институт? Я говорю, да вот не берут меня. И все. А почему? Я говорю, ну там есть люди, которые уже работают, и им не нужно.
Понимаю, сказала она. Понимаю. Ну и все, она меня отпустила, я ушел. А потом прислали разрешение, что дают одно место. Целевое на саксофон. И вот это место, которое я начал учиться, я проучился 2 года у него, ассистентуру, получил все, диплом, все как положено, закончил, сыграл сольные все концерты, что мне нужно было. И все. И все. Потом ждал, пока откроется в ВУЗе. Открылось в ВУЗе где-то через 4 года открылось в ВУЗе. Самое яркое воспоминание о Льве Михайлове? Ну, это вообще был талантливейший человек. Он вот во всем был талантлив, абсолютно. Во-первых, он жизнелюб был очень такой, знаете, компанейский человек, и у него было очень много друзей. Он был работоспособен просто до невозможности. Он мог до репетиции, которая начинается в 10 часов в Государственном оркестре, собирал нас 7:30 в артистической, и мы репетировали до 9:30 квартета. Потом был кларнет и шел на службу. Там сидел на репетиции 2 часа, 3. Вечером играл концерт. Понимаете? На следующий день, если не было, вечером был концерт и не было репетиции, мы репетировали. Мы собирались квартетом, ну, сейчас скажу, 3-4 раза в неделю. Были случаи, когда мы собирались даже после, потому что консерватория, там более лояльные такие люди, там есть пристройки всякие оркестровые, куда пускают технический персонал. Мы играли даже после, концерты обычно заканчивались 9:30, у нас с 10 до 12 были репетиции. А другого времени не было, потому что все мы были в разных местах, но я был более-менее свободен, потому что я был преподавателем. А баритонист, он же бас-кларнетист, он работал в оркестре БСО. Понимаете, тоже так же, вот это все нужно было совместить. А другой тенорист, такой Алексей Набатов, он на теноре у нас играл в последнем составе квартета, там последние 10 лет. Он работал в оркестре Дударовой. И вот совмещалось 3 оркестра, и плюс мое преподавание, и мы находили время репетировать, и еще играли концерты. У нас были абонементы в филармониях, мы играли в большом зале КЗЧ, зал Чайковского у нас был абонемент. Вот камерной музыки мы играли сольный концерт. Был абонемент в зале, в нашем зале, он так раньше принадлежал, как бы филармонии его арендовал, там проходили филармонические концерты. Мы там играли концерты, прям квартетом, 2 отделения. Это была целая жизнь. И параллельно я играл еще в ансамбле Игоря Бриля. Я и за границу ездил, и на фестивали, и записывал пластинки с ними. Почему распался московский квартет кларнетистов? Как почему? Перестройка началась, все, значит, негде было чего. Лев Михайлов решил уехать. Почему-то он ушел из госоркестра, не знаю почему, может, его ушли. Он уже был в возрасте, относительном возрасте. Ну, короче, там произошло так, что там чуть не распался оркестр, они все расползлись, и он перешел на бас-кларнет к Плетневу, по-моему, он у него играл. И оттуда он уехал в Испанию за новой женой, которая нанялась в Малаге в симфонический оркестр. Там, он уехал туда, и там... И с того момента вы уже окончательно ушли в джазовую сферу? Да. Нет, не с того. Ну, я продолжал играть, но, в принципе, я классикой уже не занимаюсь. Классикой, вот то, что я записал, вот у меня есть пластинка, когда на мелодии вышла. Да, конечно. Suite of Moods. Да. Вот там все сочинения, которые я записал на радио. Но это я записал тогда, когда учился в ассистентуре стажировки. Вот я сделал программу с Михаилом, сольный концерт, я взял его, записал. А доступ у меня был простой, потому что у меня был знакомый Игорь Михайлович Бриль, у которого жена была звукорежиссером, чуть не главным в ДЗЗ. Это все писалось там. Поэтому заказали, камерная редакция была заинтересована, новая музыка, все интересно. Ой, как хорошо, никто не записывает. А у нас появился союз, который академическую музыку, да, ради бога. И квартетом также мы там очень много чего записали. Понимаете, все это есть в фондах. И вот я, когда уже будучи лет 15 назад, я взял все это, собрал и выпустил выпустил эту пластинку 15 лет назад, да. Suite of Moods, все, я выпустил на мелодии пластинку, я вот эти записи взял, пошел на мелодию. Первая пластинка вышла, моя такая LP, виниловая, французская классическая музыка для саксофона. Вторая пластинка была уже сборная такая, а там был и Чугунов, то, что вот наше сочинение, и дуэт с Брилем был, там что-то такое, и тоже какие-то сочинения, я уже даже не помню. Тогда вернемся к тому, как получилось столько училищ открыть. Вы учили, точнее, эстрадное отделение?
Эстрадно, вообще наша эстрада существовала столько лет, и после войны, и до войны, и не было никаких учебных заведений, где бы учили эстрадному искусству просто. Вот я и говорю, Инструменталист. как это Ну, произошло? в конце концов, это все шло, и был такой активнейшее участие принимал Юрий Сергеевич Савойский, композитор. Вот он же, у него был оркестр «Вильшер-6», тоже джазовый музыкант, в прошлом по молодости композитор и так далее, так далее. Вот он взялся, у него заведовал секцией эстрадной музыки, не секция, а сектором, или как это сейчас называется, при Союзе композиторов там разделены на отделы. Эстрадная, джазовая назовем музыка, это отделом, академическая, там, хоровая, там, и так далее, так далее. Вот он заведовал этим всем. И министерство, тогда был замминистра был Флерковский в то время, человек из эстрады, композитор. И он нам помог очень сильно. Открыть именно Нам в сейчас училище. таких не хватает. Не хватает, правильно. Потому что люди знают, что это проблема, они были вхожи в эту проблему, они это все проходили, они также играли в ресторанах, они также популяризировали, хотя были академическими музыкантами, скрипачами и пианистами, они занимались этой эстрадной музыкой, и это все тянуло, понимаете. И вот они думали, что вот мы ничего не получили, ну хорошо, Россия, мы ничего не получили, значит, ну хотя бы пускай новое поколение что-то получит, может у них пойдет это. Понимаете? Они просто стали, кто-то, талантливейшие люди, стали композиторами, исполнителями, но все равно желание играть джаз и просто быть на эстраде, понимаете, эстрадную музыку, вот такую джазированную музыку, будем говорить, так не полностью, что такое джаз, это вообще, это немножко другое. Но это как бы соприкасаемые вещи. Поп и джаз, понимаете? Ну, конечно. Советский поп. Не тот поп, а советский. А вам никогда не хотелось ехать в Америку? Как Ну многим? почему? Хотелось. Именно чтобы постоянно, чтобы Хотелось, жить там, хотелось, да, вариться уже в было этом. поздно. Когда. То есть вы бы уехали тогда? Ну, если бы могли. если бы никто мне не помог. Уезжать надо до 25 лет, до 20. А у меня еще есть возможность. А с 20 до 20, если вы не уедете в это время, там вам нечего делать. Зачем? Зачем себя насиловать? просто многие Быть музыканты уехали Ну, позже. уехали, да и что, думаете, они там занимаются музыкой? Не занимаются. Конечно, нет. А кому они там нужны? Они попробовали, сказали, ну что, товарищи. Академические музыканты, да, потому что школа, а джазовые музыканты нет. Потому что там другая система обучения. И мы сейчас этого уже достигли, мы сейчас практически выравниваемся. Да, у нас есть исполнители, которые не хуже американцев. Конечно, Они да, могут конкурировать. да. Понимаете? Об этом тоже вопрос. А тогда этого не было. Естественно, те, кто вот джазовые звезды наши, там, кто уехал, и ничего не попробовали, и через год-два они поняли, что надо искать профессию. Кто-то занимался фотографией, кто-то занимался там камевояжерством, кто-то там еще чем-то занимался, риэлторством, кто-то открывал рестораны, кто-то занимался торговлей. Все это растворилось. Весь пафос, который был здесь, и они считались такими великими звездами, все это прошло. Николай Моисеенко, 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 да-да-да, Моисеенко. достаточно известный музыкант, ваш ученик, насколько я помню, он сказал, что джазу в России можно научиться только в Москве. Вы согласны с этим? Ну почему? В Питере можно учиться. А что В там Питере, сейчас? в училище Мусорского, там неплохо учат Геннадий Гольштейн, и вообще там оркестр, сейчас вот молодые музыканты, я вот сижу иногда, такой есть у нас фестиваль, где есть джаз, и жюри. И вот в номинации оркестра несколько раз приезжал оркестр из питерского, из Питера, вот из этого училища. Оркестр великолепнейший, совершенно другой культуры исполнения, нежели московский. И великолепные солисты, музыканты, во-первых, там всегда, ленинградцы всегда славились, они отличались от москвичей, даже в джазовой музыке. И в академическом направлении тоже, потому что они, как правило, играли на старых немецких инструментах старой системы, а москвичи всегда двигались. Ну да, Москва, Американцы Санкт-Петербург всегда. ленинградцы играли более распевно, душевно, с замедленными темпами, а москвичи играли все в 2 раза быстрее, и сумбурно, и с энергетикой. Питерцы совершенно другие люди. Это там, и также в джазовой музыке. Они более обстоятельны. Они по тем временам они как бы считались не то что более образованы, а более музыкантами, которые essential, которые существуют в джазе, вот с точки зрения фразировки, штрихов, исполнения мелодий, они были не то что более подготовлены, а более не то что научены. Они лучше слышали, чем москвичи. Москвичи все по верхам. По верхам. Быстро, 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 быстро. Вот техника там. А там нет. С точки зрения свинга. Вот, а питерцы совершенно по-другому свергуют.
Вы ездили стажироваться в Беркли колледж? Да, но это было потом. Да, но у меня такой вопрос по этому поводу. Вы сказали, что в основном это вам помогло, в одном из интервью вы сказали о том, что это вам помогло лишь устояться в том, что вы уже имели. Ну да, нет. То есть мы... Нет, не то, что значит устояться. Что вы получили в этом колледже? Очень много чего получил. Расскажите в двух словах. Вы понимаете, одно дело там учиться, а другое дело просто ходить и смотреть. Ага. А вот ходить и смотреть это гораздо полезнее. И иногда принимать участие вместе со студентами. Это гораздо полезнее. Во-первых, система. Там все вложено в систему образования. Система, все систематизировано. От первого урока до последнего. По любому предмету. Система. Человек приходит на урок. Вот он знает, что у него есть 18 или 15 уроков И все в полугодие. Каждый урок выстроен. Что он должен пройти, и что должен усвоить, и что должен из этого урока сдать на экзамене. Как вы считаете, есть смысл? Есть. Ну сейчас, вот на данный момент, допустим, отучиться у Александра Викторовича Осичука? Нет, да? никакого смысла. Почему же? А зачем? И что? Ну, а потом ехать в Беркли. Вот они поехали. Вот и вопрос. Красильников, Моисеенко, Остапчук. Кто-то еще поехал. И что? Ничего Они не проучились изменилось? 2 года и сказали, нам скучно. То, что они играют на перформанс, там же есть, первые 2 года там идет обучение всему. Аранжировки, теоретические предметы, общие, базовые и специальности, так сказать, ансамбли. Все. Вот это. А дальше идет специализация. 3-4 курс. Либо вы аранжировщик, композитор, дирижер и так далее, либо вы исполнитель. Исполнитель. То есть перформ, продолжаете на исполнительстве. Это играете сольные концерты, значит, совершенствуете, ездите на стажировки еще куда-то там у них по обмену и так далее, тогда принимаете участие в фестивалях, пропагандируете там свое творчество и так далее, и так далее. Перформанс. И определенная программа. Они говорят, а нам скучно дальше учиться, что там? Ну мы это все знаем, ну еще раз пройдем, еще раз поиграем, и что? Они решили надавить на то, что у нас было менее развито. У нас сейчас это тоже не очень развито. Аранжировка, теория. Понимаете? Да, конечно. Композиция. Конечно. Это важно. Вот. И они получили диплом, в Беркли получили еще один диплом бакалавра, только как композиторы, дирижеры и аранжировщики. Я же объездил все университеты. Практически все. Все колледжи. Там другая система образования. Там есть high school. Знаете, что такое high school? Это как училище. Нет, не знаю. Как училище. Это обыкновенная школа 11-летка. На последних 3 курсах, вот это high school музыкальный, если ты имеешь музыкальный способность, ты начинаешь заниматься упорно музыкальными инструментами, играешь. А музыкальное образование, детских музыкальных школ таковых нет. Там есть общее. Вот садят 5 человек в класс, дают им кларнет, трубу, там, бубен, утюг. И говорят, и педагог ходит, у пульт, ноты стоят, вот ты, вот смотри, вот сейчас вот здесь ноту соль выучишь, ми, до, вот здесь вот, видишь, и сыграешь 4 ноты. Потом идет другому, тот на трубе играет, он ему показывает, что нужно сделать так. И вот они сидят тихонько, и так они учатся. Вот. Потом их сажают, вот они чуть подрастают, начинают играть что-то такое там, их сажают сразу в оркестр духовой. Скажите, вот нужна классическая база, да? Конечно. Конечно. А те, кто занимался классикой, те играют по-настоящему, понимаете? Владеет инструментом. Невозможно в джазе научить играть правильно. Правильно. Понимаете? Атака, дыхание. Джаз — это масса всяких искусов, приемов. Все ведутся на приемы. Понимаете? Глиссанда, там это флората, там вибрато. Слэптон. Да. Это все приемы. Ведь сначала нужно научиться владеть инструментом. Понимаете? Владеть инструментом можно учиться базово на академической музыке, на техническом материале. Игра гамм. Ну как у нас гамма как играет? А просто в ритме сыграть, вот, просто в гамму, в ритме. Соединить все звуки. Соединить, чтобы звук не гас перед началом следующего, чтобы звук с следующим соединялся на крещендо, на диминуэндо. Сыграть разными штрихами. Смотрите, чтобы не было дырок. Смотрите, чтобы атака была точная, не фу, или там, я не знаю, та или ти, чтобы звук после продолжения атаки одинаково был сбалансирован динамическом. Филировка звука. Невозможно в джазе этому научить. Это владение инструментом, это духовой инструмент. Понимаете? А пианисты что?
Питерсон что, не учился? Он классический академический Конечно, пианист. да. И Даже что, записи и еще что, есть. и что дальше? Ну что, вы слышали пианистов-боперов? Те, которые не учились вообще, просто так в самодельно в церкви играли, так они играют через ноту, корявыми пальцами. Понимаете, да? А сейчас современные все музыканты, у них у всех есть академическая база, они все занимались в консерваториях, они все научены. Пианиста просто так, быть пианистом в Нью-Йорке, просто так, играя просто джаз, невозможно. Спасибо, вы удовлетворили мой интерес в этом вопросе, да. Я несколько раз, когда изучал статьи о вас и так далее, я несколько раз встречал такое словосочетание «система Осейчука». Что это такое? Что такое система Осейчука, если вы... Если они придумали эту систему, я не знаю. Окей, Я просто в связи с тем, что у нас нет групповых занятий по основам импровизации, я просто ввел, будучи в Беркли, посмотрел, как это все делается на этих предметах, и сделал такое пособие вместе с моей ассистенткой Жанной Абрамовной Ильмер. Сделал пособие такого импровизационно-технического материала, который проходится на специальности. То есть из этого я решил третий час специальности, который дается, я его приспособил к этой системе. Система такая, это изучение всех измов импровизационных по определенной системе, прохождение всего теоретического материала, который необходим для игры в современную импровизацию, в современных композициях. Все. Можете немножко рассказать о том, такой вопрос о том, как лично вы занимались соло-импровизацией в любом джазовом стиле? Вот у вас стандарт. Да? Ну и что? Как вы занимались, как вы учились на нем импровизировать, вот, чтобы это было ваш взгляд на это? Сейчас взгляд очень простой. Один из ваших учеников задал этот вопрос. Поэтому... Что значит, как я учился? Тогда все учились, снимали соло, и вы заучивали их наизусть определенные моменты, цитировали, и чем ты больше сыграешь и процитируешь и исполнишь, какая-то часть остается в тебе, и ты начинаешь уже из этого материала компилировать свои мелодии. А в джазе это великое дело. Это самое первое правило. Если ты умеешь подражать, будешь играть. Понимаете, да? Ведь не зная, не имея природы... Нужно быть хамелеоном. Да, не имея природы свинга, вы же не черный человек. Они же ходят, как они идут, свингуют. Смотрите на негритянку, вот она идет, или негр просто идет по улице. Он свингует, у него все в ритме. Понимаете, они даже двигаются. Вот кто умеет этому подражать, он ухватывает те самые моменты. Чувство свинга, чувство ритма. Ухватить ладно, нужно еще воспитать в себе. Для этого нужен талант. Некоторые так играют, то вперед, то назад. Дем загоняет, идет и затягивает. Вот это чувство, это должно быть постоянным. Там это воспитывается с детства, понимаете, потом там закладывается генетически. А у нас нужно начинать все с нуля. Ну и что, начали, и в Европе тоже начали. Посмотрите, какие музыканты сейчас в Испании. Посмотрите, какие музыканты в Италии. Саксофонисты, все, джазмены, пианисты. Да американцам нечего делать, по профессии. Да, это, по профессии, это понимаете? То есть они уже затмевают американцев по исполнительству джаза. Я не говорю об идеи тоже пошли из Европы. Понимаете? Ничего тут такого, ну как я сказал, ничего. Вот эта глобализация, она дала свой успех. Так называемое взаимопроникновение, понимаете? С американцами. Европа в Америку, Америка в Европу, да, Азия, Африка. Вот это все. И сейчас вот в Европе появляются такие музыканты, в Америке таких нет. Ну вот как технически проходило ваше занятие над собой? Как вы сами занимались? Не знаю. Как вот пункт А, пункт Б, пункт С? Ну, тогда особо пункта не было, была практика игры в ресторане. Берется джазовый стандарт, играется, слушаешь запись, смотришь, да, как он сыграл в этом моменте на этот период гармонии, на этот период гармонии. На промежуток, смотришь, как обыгрывать мейджор. Так, прислушиваешься, запоминаешь, сольфеджируешь, начинаешь играть, да, выучиваешь, запоминается. Приходишь играть на работу, и где все, куда все делось? Ничего. Это состояние другое, потому что ты находишься на сцене. Значит, и так потихоньку все выравнивалось, доставалось из-под корки, все это, и вот потихоньку так. Уши. Да, уши, в основном уши, да. И голова. Голова, система сама теоретическая, когда уже я начал так серьезно играть, это было в 1972 году, первое выступление с Игорем Михайловичем Брилем в квартете. Вот тогда уже и филармоническая работа, тогда уже приходилось, я тогда уже стал заниматься так основательно теорией джаза, гармонией, уже будучи взрослым человеком, мне уже было сколько? Уже прилично было.
23 года, да. Вот, уже прилично. Тогда я начал заниматься, проникать в это во все. Стал изучать американские учебники по гармонии, посмотрел систему Беркли Скул. Прям переводили сами, брали? Ну а что там переводить, там 3 слова, там, они особенно и не пишут. Это у нас пишут. У нас как считается, если много нот, то не считается методической работой. Главное, вот если написано страница и вот столько нот, все, кандидатская. Понимаете? Вот так. У нас как, разговорный жанр. Вот чем больше говоришь, чем больше конференций, светило, понимаете? А вот когда написан материал нотный, который, если ты сыграешь с 2 пометками, то ты научишься играть, об этом никто не думает. Не обличайте меня, Александр Викторович, мы сейчас именно этим и занимаемся. Вот Неталантливым не стоит идти в музыку. Ну просто такое, да. Не советую. Даже способны. Есть люди, играют в музыкальную школу, закончил музыкальную школу, хорошо играет, научился играть. Мальчик, да, хорошо интонирует, слышит хорошо все. Но если нет вот этого вот как вам сказать, на уровне, на каждом уровне есть уровень, да, вот определенный средний. Вот средний уровень, вот он есть. Если нет чуть-чуть больше, вот когда человек заканчивает музыкальную школу, играет там, допустим, сложнейшее сочинение и блестяще, если этого нет, то лучше не заниматься музыкой. То есть упорным трудом нельзя этого добиться? Как вы считаете? Ну, знаете, как часто говорят, да, труд все перетрет. Ну почему? Можно добиться, но это все равно будет неустойчивое состояние. Это состояние будет искусственно поднятое. Но это будет до определенного момента, потом это все может обвалиться, понимаете? Или человек сломается, потому что все это поддерживать на высоком уровне. Человеческий организм невозможен. Невозможно. Сама структура организма, это нужно вкалывать там, я не знаю, ну, бросить все, не жить. Зачем жить тогда, если не жить, а заниматься тем, что ты все время хочешь быть великим, хотя ты не великий. Есть такое выражение, есть такой фильм: в джазе только девушки, но в классе Осичука нет девушек. Почему? Почему есть? Были. Были. Но сейчас вы не берете девушек к себе. Ну, а зачем? А почему? Ну, это Ну, как, зачем? они как... Ну, почему? Ну что, где они будут работать? Ну, зачем человеку мешать жить, как живут нормальные люди? Почему она должна заниматься джазом? И почему должна играть на саксофоне? Девушка не может заниматься джазом? Да, пожалуйста, пускай занимается в свое удовольствие. Зачем? Зачем это делать профессию, ставить во главу угла? Это минус семье, минус детям, минус всему. Понимаете? Зачем это нужно? Это не... Я понимаю, в Америке сейчас такая мода. Я понимаю, там вот гендерное равенство. Да нет, зачем это нужно? Это ужасно. Это у них. Это их ценности. У нас другие ценности. Зачем человека превращать в какую-то машину? Зачем? Это не мужское занятие. Это добывание денег, это профессия, понимаете? Есть женские профессии, более удобные для того, чтобы растить детей, заниматься бытом, заниматься домом. Вообще быть женщиной, в конце концов. А что для вас приоритет в педагогике? Вот когда к вам приходит ученик талантливый, да, допустим, чему главному вы хотите научить? Есть какой-то такой основной критерий? Ну, критерий. У меня много таких точек пиковых, которые человек должен Можете рассказать о нескольких? достичь. Ну, во-первых, как правило, они приходят немного ну как, не совсем профессионально подготовлены. Да? Вот в год уходит полгода на то, чтобы выровнять человека, чтобы его привести, так сказать, в общую балансировку с общепринятыми понятиями владения инструментом. А потом начинается уже непосредственно занятие, техническая импровизационная часть, когда человек начинает получать информацию. Эта информация и начинает эту информацию использовать в процессе обучения. Игра там определенных стандартов, игра в ансамбле, изучение соло, практическое исполнительское на базе выученных соло, больших импровизаций, штриховой культуры и так далее, исполнительского момента, плюс импровизационный, который он делает. Вторая часть обучения, которая по специальности, которая у него предстоит импровизационному моменту, где он изучает там 5 стандартов полугодия, 6, к ним импровизацию сам либо готовит поначалу, либо сам наигрывает и так далее, так далее. Это все такое, и все это постепенно, значит, от простого к сложному. Понимаете, да? Наращивается, то есть начинается с гамм, лада, структура гаммы, ладовая структура, аккорды под ладовой структурой гамм, изучается
потом идет гексатоника, потом идет пентатоника, потом идет фразы на исполнительские короткие фразы там с альтерированной доминантой, с простой доминантой, с доминантой бемоль 9, диез 9, масса с заменой доминанты и так далее. Я пошел. Длинные фразы, общепринятые, дальше ритмическая структура и структура импровизации с принудительной остановкой, фразировкой и так далее, изучение разных пентатоник. Пентатоники бывают все разные приемы, основные базовые приемы, плюс пентатоники, которые там простые мажорные, минорные, минор 6, бемоль 6, мажор, бемоль 2, бемоль 5 и так далее, и так далее. Этюды на это все американцы уже выпустили, все есть. Этюды также технически преследуются, все это поддерживается аккомпанементом, который заложен в минуса, все это звучание, все это происходит на гармонической основе, все это слышно, как это используется, все это заучивается. Кто более подвинут, он заучивает больше, кто менее способен, заучивает меньше. У кого остается больше из того, что он проходит, у кого остается меньше. Для меня все одинаковы. Вот в моем классе даже самый посредственный ученик получает все. Но как он это усваивает, я уже в этом не вмешиваюсь. Я никогда не вмешиваюсь, сделал он или не сделал. Он должен прийти на урок, все выучить. Как он этого достиг, меня не интересует. Меня интересует выход. Вас не интересует, вот, например, знаете, бывает такое, ну, все люди испытывают какие-то кризисы, еще какие-то проблемы, Ну, да. и ученик к вам приходит, и вот у него руки опускаются, и он даже хочет, но вот он в таком состоянии. Вы сталкивались с таким, и как вы с Нет, этим? я не сталкивался. Вот за 40 лет я не сталкивался с этим. Я сталкивался с бездарностью. Когда я говорю, что ты играть никогда не будешь, я тебе советую завязать. Не будет из себя. Ты будешь музыкант посредственным, в лучшем случае сверхсущиком в оркестре пограничников или там где-нибудь на периферии. Или работать в музыкальной школе. Если в Москве устроишься, не устроишься в Москве, поедешь куда-нибудь там в Гомель или там еще куда-нибудь в непонятной какой провинции, будешь работать там на Урале, там, в музыкальной школе. И то сейчас уже не устроишься, потому что там уже работают люди с высшим образованием. Вот, все, это твой удел. Зачем тебе это нужно? Зачем ты тратишь время? У тебя хорошо получается мотивация. Посмотри, как ты в компьютерах разбираешься, программой. То есть вы все равно мотивируете на что-то. Конечно. Да. У тебя же это, вот твоя специальность. Зачем ты сюда лезешь? Я говорю, вот рядом с тобой стоит. Ты видишь на него? Нет? Посмотри, как он играет. Ты так можешь играть? Нет. Зачем ты тогда учишься, если ты не можешь играть так? А как он так? Я говорю, как? Он так же ходит на занятия, как и ты. Так же получает все то, что получаешь ты. Ты же ничего не пропустил? Нет. Я тебе что-то не дал? Нет. Тогда в чем дело? Какие проблемы? Какие проблемы? Значит, все зависит от тебя. Значит, ну хорошо, если не от твоей трудоспособности, значит, что дальше? От твоего таланта. От того, что генетического кода, который ты получил от своих родителей. Я-то здесь при чем? Я при чем? Я же не генетик и не волшебник. Но кто-то считает Александра Осичука волшебником. Нет, я не волшебник. Я не волшебник. Я не делаю, вот ко мне пришел, он должен от меня уйти прям звездой. Нет. От меня выходят разные люди, абсолютно. Абсолютно разные люди. Ну, каждый год выходит какой-то один блестящий, да. Все остальные посредственности. Вы довольны своими плодами на данный момент? Ваших учеников многие знают, например. Открыт класс, открытое эстрадное отделение в Гнесинке. Вы довольны? Или сейчас есть то, к чему вы все-таки стремитесь? Есть какая-то Какое мечта? отделение в Гнесинке? Я сам его открывал. Да, я о том и говорю. Вы его открыли. Это ваш плод. Ну, и что? Довольны вы этим или вы стремитесь еще к чему-то? Ну, есть какая-то мечта у вас? Да, а какая может быть еще мечта? Магистратура есть. Для джазовых музыкантов сейчас у нас открыто все, кафедра существует. Я сейчас нахожусь на таком уровне, когда я уже сам не играю. 5 лет назад я завязал с игрой, сыграл последний концерт, и на этом все кончилось. Ну, здоровье, во-первых, уже, и потом, знаете, лучше играть вовремя уйти, как говорится. Да, чтобы помнили, как он играл хорошо, а не как он играет сейчас. Вот тот самый случай. Потому что я посмотрел, как играют люди после 70 лет, не надо так. Этого делать не надо. Не надо этого делать. Он понимает, он когда играет, он говорит, что я играю так, как я играл. Нет, не так играет. Не так. Никто так не играет в 70 лет. Не было такого случая. Даже Рихтер играл не так, как он играл в 40.
И давай еще не будем вешать друг другу лапшу на уши, что вот великий скрипач там до 80. Да неправда. И Минухин играл в 80 там лет, сколько ему было, 75. Не так, как он играл в 40 лет и в 50. Понимаете? Неправда это. Ну, каждый человек все равно к чему-то стремится, даже если он завязывает с музыкой. Да. К чему стремитесь вы сейчас? Я просто работаю, доживаю свой век. К чему я могу стремиться? Вот скажите, к чему я могу стремиться? Я хочу научить. Люди приходят ко мне, я их учу профессии. Они довольны, счастливы. Я тоже счастлив, что они получили профессию, чтобы прокормить свою семью, детей рожать, там, я не знаю, заниматься жизнью, жить, просто жить, потому что они люди, которые хотят жить. Я им даю профессию. Вот и все. Вот мое предназначение. Почему от меня хотят такого? Что? Вот вы будете сейчас гениев. Никаких не гениев. Я просто рабочий человек. Я даю возможность, я учу людей ремеслу. Ну, оно в джазовой плоскости находится. Ну, оно могло бы находиться на другой плоскости. Что вы больше всего не любите в людях? Ну, в учениках хорошо. Когда Нет, в учениках нет. Ученики у меня... Ученики проявляют, как их воспитывали родители, такие они приходят ко мне, понимаете? Например, лень, гордость, какие-то такие вещи. Что вы пресекаете в первую очередь, когда... Ну, лень, как правило, ленивых у меня мало, потому что у них нет времени лениться. Их заставляет эта жизнь, если не хотят что-то делать. А если они будут лениться, значит, они будут не успевать. А если не будут не успевать, значит, если они будут приходить на урок и не доделывать задания, я его выгоняю из класса, он ничего не получает. Принцип очень простой. Или так, задание переносится, ага, на следующий раз опять то же самое принесешь. Приходит еще раз принесешь то же самое, значит, он отстал. И вот наступает третий курс, когда человек уже заканчивает вести, а человек еще только на первом курсе по своим знаниям. Все, он недополучил. Часто Поэтому такое бывает? У меня ну, бывает. Что выгоняют? Бывает. Выгонять не выгоняют, потому что не дают выгнать. А гнать надо. Вот. А так, ну как что, заносчивость. Заносчивость и обсуждение других, нелицеприятное обсуждение. Не в лицо сказать человеку, что да, ты мне вообще, да, кто такой, ты мне не нравишься. Вот не надо, как ты играешь, понимаешь? Или там вот ты делаешь вот что не так, понимаешь? Вот все говорят, что ты играешь здорово и хорошо, а я тебе говорю, что ты вот такой-то. А за глаза, не в лицо человека, а за глаза. А вы часто в ваших каких-то интервью и так далее, вы говорите, что джаз — это скоропортящийся продукт. Да. Что ждет джаз в будущем, как вы думаете? Ну почему? Ну, как вы сказали, вот сейчас уже, понимаете, вот он не то, что скоропортящийся продукт, а сейчас в джазе как бы все начало раскладываться по полкам. То есть эпоха такая-то, такая-то, современные течения, понимаете? Раньше вот в мое время вот уже появление таких вот саксофонистов, как Колтрейн там, или там вот в то время начинали играть там Чарли Мингус, тогда это считалось авангардом. Сейчас это становится традицией. Да, я понимаю. Понимаете, все это как бы стареет и устаканивается. Вот такие бугорки. Хочешь находиться в этом бугорке, пожалуйста. Хочешь находиться в этом бугорке, пожалуйста. Сейчас уже нет такого, что вот это все испортилось. Это как бы стоит, но это все связано. И сейчас очень много музыкантов, большинство музыкантов, которые продуцируют вот эту, как сказать, вам сказать, продукт глобальной проникновенности друг в друга. Все друг в друга проникло. И диксиленд, и бибоп, и свинг, и мейнстрим, и хардбоп, и авангард, и модерн. И все это крутится, понимаете? Сейчас уже джаз находится в такой стадии развития, что очень трудно иногда отличить. То и даже сказать сейчас, что такое джаз, очень трудно сказать. Раньше можно было сформулировать, сейчас практически невозможно. Попробуйте Сейчас очень много вещей считаются джазом, хотя в понятии джаза так такового, вот, допустим, даже 10 лет они не могли даже и попасть в эту черту. Попробуйте сказать, что такое джаз. Нет, я не скажу. Жалко. Это определенная культура. Да, это культура, определенная музыкальная культура. Культура, это даже не жанр, а культура. Что такое африканская музыка? Можете мне сказать? Африканская музыка, да. Традиционная музыка. Да. Не. Традиция. Что такое? А что такое европейская музыка? Можете мне сказать? Нет. Вот. И такое я вам могу сказать, что такое джаз. Джаз. Вы считаете себя патриотом?
Чего? Ну, не знаю, родины. Ну, конечно, закона. если я здесь родился и живу, значит патриот. Само собой разумеется. Да, что такое патриотизм тогда Не для знаю. вас? Что такое патриотизм, не знаю. Что значит? Я живу, я здесь, я общаюсь с людьми, я работаю на это государство. Я поясню. Государство помогает мне, я нахожусь в этой системе. Я не хочу никуда больше, вот это мое место. Да, я просто в жизни. поясню. Вот это и есть патриотизм. А как еще? Очень часто просто люди говорят, что у нас все плохо. Вот Да там ничего не плохо. лучше, вот я бы Уже уехал. лучше, но лучше там, где нас нет. Понимаете? Всегда лучше. Ну, поезжай. Да ради бога, поезжай. Никто же не запрещает. Поезжай, ну попробуй. Ну давай. Там менталитет, там люди другие. Там все другое. Там все другое. Другое даже в Прибал. Вот вы отъедете только за границу, казалось бы, в Ригу, да? Там сколько было, советская власть была, и русских людей сколько там было. Там даже русские люди не такие, как мы. Понимаете? Да. Вот и все. Они там родились, они живут, они по-другому мыслят, вообще все. Даже они тогда, когда они рождались в советское время, и здесь тоже был Советский Союз, они уже были другими, даже те же русские. Чем русские отличаются? Ну так, на ваш взгляд. Ну, такие Не настоящие знаю, русские. Не знаю. Окей, а что вам нравится в русском человеке, вот такой в русской душе? Что вы любите в русском человеке? Отзывчивость, доброта, не более того. Хорошо, Блиц. Любимый джазовый стандарт? Ой, если все-таки, навскидку, джазовый стандарт. Нам нужен хотя бы один. Это я вам объясню потом, для чего это нужно. Джазовый стандарт. Ну, я столько переиграл их. Ну, Для души ближе всего. Для души This is the new. Курт This Вайлер. is you. Будет ли 4-й выпуск методики Александра Викторовича Осичука? Ну, сборников вашего. Их 3. Будет ли 4-й? Ну, не знаю, не знаю. Я будет- пока на сегодняшний день я не вижу смысла, потому что уровень подготовки на сегодняшний день нижайший совершенно. Люди приходят практически без подготовки, и их даже то, что было задумано мной и Жанной Абрамовной на сегодняшнее время, воплотить очень сложно. Понимаю. А на каких тростях вы советуете играть? Ну, джазменом уже состоявшихся. Какие вам ближе всего трости? Я не знаю, я играл на Java, Вандорен Java 2,5-3. И всегда, то есть если у меня была пасть тому штука побольше, я играл на трешках, там 6, шестой, допустим. А если у меня была, ну, шестой, я потом играл на семерке, на восьмерке, Майер, я играл на 2,5. То есть я придерживался стандартного баланса тяжести. Никогда не делал трость тяжелее, никогда не делал трость легче. Вот как советуют по таблице, да? Вот так я и придерживался. Вам нравились трости Дадарио случайно? Просто интересно. Нет, я не пробовал. Я уже бросил играть, когда они появились. Ага, все, понял, хорошо. Дадарио, вот они сейчас делают муштуки очень хорошие. Очень хорошие. Вот особенно для начинающих музыкантов музыкальная школа колледж блестящая. 5, 6, вот эти вот все, ну, вот альтовые 7, да. Я не знаю, они вот все никак 2 года уже не донесут мне мундштук теноровый, они там сделали какой-то джазовый. Я Мы вам вам принесу. принесем, и так они несут, и я не знаю, не попадался. Какой-то мой студент, по-моему, играет, неплохой мундштук. Но что я вам хочу сказать? Да, для владения профессией они очень удобные, очень качественные, на них очень удобно все делать, но когда человек уже переходит эту грань профессионализма и становится, грань обучения становится профессионалом, то немножко не хватает каких-то таких, я не буду говорить каких деталей, потому что это, ну зачем? Ну, есть такие детали, как вам сказать, которых человек ищет всегда, поэтому все играют на разных мундштуках. Ну, индивидуализм такой. Да, внутренний. индивидуализм. Вот этой индивидуальности у этого мундштука нет. Как есть у Майера, как есть у Талинга. У них очень точно, удобно все сделано, все играется. Но материал вызывает сомнения. Думали ли вы когда-нибудь, что это все-таки не ваше? Ну вот Думал. занимались. И как вы Думал. с этим боролись? Ну как? В надежде на то, что получится. Получалось? Ну, получалось, но не всегда так, как хотелось. Но получалось. Этот период у меня длился до 45 лет. Вот после 45 лет я понял, что уже больше надеяться не на что. И надо заниматься тем, что умеешь делать. Вот и все. Если бы вас сейчас вдруг наделили так вот способностью играть на любом инструменте, вы все умеете, у вас идеальное здоровье, да, но вам бы сказали, что вы можете сыграть только одно произведение, какое бы это было? Что бы вы сыграли? Ну, я ничего не сыграл. Ну, если бы вы Ну, такого могли. не бывает. Вы говорите такие вещи, которые в практике. Знаете, что значит одно произведение? Вот скажите, что значит произведение? Сонату там какого-то композитора или там например. концерт?
да? То есть вы хотели всю жизнь его исполнить, и вам не удавалось. Я другой категории музыкант, я джазовый музыкант, понимаете? У меня нет такого выбора. У меня все, что играется, я должен сыграть. Нравится, не нравится, я могу не успеть. Потому что всего сыграть невозможно. Какой-то джазовый стандарт, который я хотел бы сыграть, аранжировку, или там, я могу вам сказать, что бы я хотел сыграть и как сыграть, да? Как кто-то или как я себе представляю. Вот это я могу сказать. Ну, А окей, вот, тогда... вот произведение, ну, например, я мечтал сыграть, например, композиции, какие играл Чарли Паркер со струнной группой, но сыграть их по-своему. Очень многие сейчас играют это все так. Ну вот, не удалось, ну, не было такой возможности. Все, ну помечтал и хорошо. Чего вы боитесь больше Ничего, всего? Ничего. Совсем ничего. Ну, что я могу бояться? Больше всего я боюсь, что в один прекрасный момент здоровье мое кончится, понимаете? Вот и все. Единственная боязнь – это здоровье. Была ли у вас когда-нибудь звездная болезнь? Нет, никогда. Никогда. Это 100%. Я никогда не звездил. Я видел, как это делают другие, и мне казалось, господи, какие убогие люди. Понимаете, ну что я могу? Что я могу сказать, когда приезжает сюда звезда, величайшая звезда, американец Майкл Брекер с Колдорадца, играет концерты, и сидят наши люди, великие люди, говорят, это разве музыкант? Да он не музыкант. Ну, креативная мысль у него. Я говорю, да перестаньте, ребят, просто играет на саксофоне нормально, по-человечески. Он играет джазовую музыку, нормально. Вы так не играете, вам это не снилось. Ладно, что ты говоришь, ты-то что ли, ты что ли умеешь? Вот это наше родное русское. Вы понимаете? Это русское, это принадлежит только россиянам. Вот русские люди такие. Еще одна черта, которую мне иногда спрашивали про черту, что вам не нравится в русском народе. Вот это мне не нравится. Вот это страшная вещь. Иностранцы, нет, я не видел, я общался с многими иностранцами. Вам иностранец никогда не скажет. Он никогда не скажет, что это плохо. Он может подумать про себя, написать лицензию. Если он напишет это публично, если он критик, он может сказать, что да, там не устраивает то, не устраивает это. Но вот так вот просто огульно, первый раз слыша человека живьем, сказать, что он вообще не музыкант, и этот человек уже достиг в то время таких высот, это было в 2001 году или 2007. Нет, в 2001. Он в 2007 умер. Вот это говорить, понимаете? И что? Это что? Это что? Это как называется? Как скажете. Вот так. В какой не скажу. Хорошо, окей. Жизнь скажет. Я представляю, как можете ответить сейчас, но Да. в какой момент жизни вы были на пике счастья? Когда это было действительно, вот что именно этот момент это? Ну вот самый лучший период в жизни, вот моей творческой и вообще все это был возраст от 50 до 60. Почему? Ну вот так получилось. То есть не 20, не 30? Нет. 50, А именно 60? вот когда я уже все умею, когда я могу себе все позволить, когда у меня достаточно денег, чтобы удовлетворить то, что я хочу. Все, я могу все. Я могу сыграть это, могу сыграть то. Я могу позвонить, заказать себе концерт там-то, съездить туда-то. Понимаете, вот я достиг своего положения, когда со мной считается, и я со всеми считаюсь, понимаете? Когда нет конфронтации, когда никто меня не считает, сопляк молодой, или ты уже старый. Понимаете, вот этот возраст, вот он самый. От 45 до 60, вот даже добавят, 45, вот 60. Что такое счастье, в общем, для Счастье, ну, это когда ты занимаешься своим любимым делом, вот и счастье. Когда ходишь на работу, вот я прихожу на работу, ну, иногда не очень так хочется ходить. А когда прихожу, и я знаю, что вас? я сейчас... Все понимают что я услышу то, что я хочу услышать. Вот ансамбль, он играет аранжировки, которые я сам сделали другие. Кто-то мне их привез, кто-то я сам купил. Я отредактировал их. Я вложил в этот труд, и я хочу услышать, когда дети заиграют так правильно это все. И вот когда они начинают играть уже на более старших курсах, и играть это правильно, и импровизировать по-настоящему, и любить это и заниматься, вот это счастье. В интервью сегодня вы сказали о том, что не всем стоит заниматься музыкой, это я Правильно. понимаю. Да, но имеется профессионально, да? Ну, естественно. Но если, допустим, человек, всем людям как-то надо развиваться и так далее, 3 причины, почему все-таки стоит заниматься музыкой всем людям.
Ну, облагораживает, будем говорить так. Просто облагораживает. Просто облагораживает. Да, Хорошо. человек становится Главная причина. более восприимчивым к любому искусству, к любому виду искусства. Театр, кино, живопись, музыка. Она как бы располагает видеть мир по-другому совершенно, понимаете? Звуки. Они вот как-то действуют на головной мозг или не знаю, на что они там действуют. Я не ученый. Но я знаю то, что те люди, которые занимаются музыкой, они любят и живопись, и любят архитектуру, и любят ходить в кино, и любят вообще заниматься, допустим, театром, даже или читать литературу, читать стихи, писать стихи. Вас очень многие знают как музыканта, конечно же, как творческую личность, но все-таки многим людям очень хочется узнать ваши какие-то черты характера. И вот назовите 3 черты характера Александра Викторовича Осейчука, которых мы не знали. Многие не знали. Не знаю. Каким вы себя считаете, скажем Не так, знаю. со стороны? Ну, резкий человек, достаточно резкий. Очень, ну как бы сказать, не то что замкнутый. Я достаточно открытый человек. Если ко мне относятся открыто, но в основном я не делюсь недоверчивый. Я не говорю, что я доверяю всем. Потому что очень много людей меня подводили в свое время. И не то, что подводили, а обходились со мной не так, как полагается. Вот, все. Я не хочу сказать, что я хороший товарищ. Ну, у меня есть друзья, но они для меня, в общем, как сказать, ну, коллеги по работе, там, таких закадычных друзей у меня нет. Понимаете? Я не знаю, кто я такой. Как я могу говорить о себе, кто я такой? Вот пускай скажут другие. Понимаете? Как я могу говорить о себе? Я говорю то, что, так сказать, я ощущаю по моему положению. Ну, иногда бываю резок, иногда могу нахамить. Естественно, потому что если я чувствую, что человек начинает надо мной издеваться, начинаю хамить. Я понимаю немножко абсурдность этого вопроса, но лично для вас 3 лучших саксофониста, которых вы можете выделить, ну или лично для вас. Я человек старой категории, понимаете, я могу вам сказать из прошлого. Да, для вас самые значимые. Давайте 3, можно 5. 3 самых значимых: Майкл Брекер, Фил Вудс, Чарли Паркер. Ну, еще можно назвать современный не Крис Поттер, нет. Ну, это уже детали, это уже все отделение. Нет, никого. Вот Брекер, это вот, так сказать, последний. Там Фил Вудс, Чарли Паркер. Ну, были еще, вы имеете в виду саксофонистов, да? Да, конечно. Ну, вот. А из музыкантов в целом? А из музыкантов их куча. Ну, я То понимаю, есть, таких людей, которые ставили вехи, и трубачи, и пианисты, и контрабасисты, которых я люблю, до сих пор слушаю. И современные люди все, ну, их много, и очень много. Чего сейчас не хватает нашей молодежи, нашей культуре? Самого главного, как думаете? Вот к вам приходит сейчас молодое поколение. Оно Самопожертвенности. Самопожертвенности. В деле, которым занимаешься. Все хотят все и сразу, и быстро. Быстро. Еще бесплатно. А я бы ввел плату за все. Понимаете? Меньше бы народу училось. Причем не просто плата, которую сейчас платят, а в 2 раза дороже того, что платится сейчас. 800 тысяч в год. Зачем? Ну там сейчас 500 000. 500 000 в год. Ага. И желающих бы поубавилось, понимаете? Несколько недооцененных музыкантов, которые, вот, наверное, должны были быть на большой сцене. Ну, может быть, вы таких знаете. Тех, кого мы должны, наверное, узнать, но вот как-то вот не принимаются. В России? Ну, в России, может быть, в мире. Не, в России никого нет. В России все получили свое место, которое они захотели, то они и получили. Нет недооцененных, я бы не сказал. То, что стоит, тот и вывертится. В России очень много места, пока. А может, так и будет. У нас сейчас такая естественная, убывание населения, естественно, понимаете? Но это тоже, соответственно, убывает. Освобождаются места, значит, ну что же. Да, я понимаю. Вот. А в мире, недооцененных, таких совсем уже неизвестных нет, понимаете? Все как-то оценены. Ведь вот что характерно для американцев, вот в них не нравится вот народ сам американский, вообще их система вся. Они оценивают, они всегда оценивают. Пускай это будет совсем небольшой уровень оценки, да? Но человек оценен. У него есть своя ниша. И вот он в этой нише, он имеет свое место. Он не сделал много, но он сделал что-то одно, которое всем пригодилось. Понимаете? Таких музыкантов очень много. Очень много.
Вы смотрели когда-нибудь программу Владимира Познера на Первом канале? Смотрел. Такой вопрос очень интересный, я бы задал его вам. Вот если бы вы оказались перед Богом, что бы вы ему сказали? Спасибо, Господи, что я пришел к Тебе. Вот и все. Спасибо за то, что я жил. Все. Что я могу сказать? Что если не музыка? Ой, на это невозможно. Сейчас ответить невозможно, потому что мозги уже работают совершенно по-другому, и раньше? все плоскости сместились, все, кругозор, эпоха, все поменялось. Вы что? Я прошлого века человек, о чем вы говорите? Я понимаю. Но Что вы? если бы вы... Ну не музыка, не знаю, я мог, кем я мог быть? Ну, кем? Инженером мог бы быть, например, ну кем? Писарем нот, наборщиком, элементарно. Мог бы быть, мог бы быть журналистом, ну худо-бедно там, или, ну не писателем, но во всяком случае имел бы такое отношение к литературе, если бы я не пошел в музыку. Вот это как раз была та грань, когда уже был. И сейчас мы объявим небольшой конкурс. Да, мы просим вас оставить свой автограф здесь. И конкурс заключается в том, чтобы те, кто хотят получить эти трости с автографом Александра Викторовича Осичука, должны сыграть импровизацию на тему любимого стандарта. И тот, кто сыграет лучше всех, получит эти замечательные трости Додарио Вудвинс и с этим замечательным автографом на память. Спасибо еще раз, Александр Викторович. Спасибо. Очень приятно было побеседовать. Спасибо большое.